Привет из Беларуси. Я свои розы занесла уже в теплицу. Это, конечно, уже не черенки, это саженцы. И саженцы летнего черенкования. И самый часто задаваемый вопрос вот этой порою, да, осенью. Можно ли держать вот такие молодые саженцы в доме на подоконнике всю зиму? И как их додержать до весны? Этот вопрос всегда задается, каждый год. И сколько бы я ни снимала видео на эту тему, но вы же понимаете, интернет дело такое, что-то найдешь, что-то не найдешь. Давайте подробно остановимся на этом вопросе. Итак, значит, у нас с вами роза приехала откуда-то, да, или с огорода, или из дачи домой, в наш теплый, уютный дом зимой. Что с ней будет происходить? Давайте вспомним, что роза – это кустарник, который нуждается в периоде покоя осенью и зимой. Даже в теплых странах, таких как, допустим, Великобритания, Франция, где очень развито розоводство, да, откуда к нам, или Германия, откуда приходят к нам новые интересные сорта современных роз, да, там нет таких зим, но тем не менее розы там осенью и зимой находятся в периоде покоя. То есть они не растут и не цветут благодаря низким, достаточно низким температурам. И пусть даже это будут плюсовые температуры, но для того, чтобы растение вегетировало, то есть начало расти бурно и развиваться, должна быть температура выше +8. А в этих странах тоже ведь бывают низкие температуры зимой. Пусть не такое длительное время, как у нас, но этого периода хватает для того, чтобы роза отдохнула и к весне набрала уже силы для пышного и бурного цветения. То есть розе нужен период покоя. Это так заложено природой. Это раз. Второе. Когда вы забираете розу в дом, вы даете там ей комнатную температуру. И что с ней будет происходить? Правильно, она будет продолжать расти. Но для того, чтобы она росла и развивалась, ей кроме высокой температуры нужно еще освещение. Дело в том, что даже на самом южном подоконнике розе его не будет хватать для нормального роста, поскольку у нас на улице с вами сокращается световой день. Если раньше день у нас был с вами там 14 часов, 12, 10, то потом он становится там 7 с копейками. 7 часов. Для того, чтобы растение более-менее развивалось нормально, нужно минимум 10 световых часов. Это когда у нас солнце всходит, да, и заходит. Вот между восходом и заходом должно быть 10 часов. Уже такого нет у нас. И еще не скоро будет, да, это будет где-то там в феврале. Так вот, а для того, чтобы роза хорошо росла и развивалась, надо 12-14 часов хотя бы. Понимаете? Вы этого без специальной досветки в доме обеспечить не сможете. Если будете досвечивать вот такое количество, притом мы еще с вами не затрагиваем тему, хватит ли люксов, да, сколько надо, вот как бы мощности, да, световой для того, чтобы досветить именно розу. Мы об этом не говорим вообще. То есть вам, кроме тепла, нужно еще освещение. Вот тогда ваша роза может перезимовать, потому что растение молодое, если оно у нас без периода покоя будет, так сказать, в хороших условиях, дорастет до весны, ничего страшного. Нам весной-то не особо тоже цветение ее нужно, потому что наша задача с вами в следующем году будет формировать куст, а не давать ей цвести. Так что да, передержать можно, но соблюдая вот такие условия. Кроме высокой температуры нужно еще хорошее освещение и длинный световой день. Подумайте, сможете ли вы обеспечить такие условия для своих молодых саженцев роз. Потому что будет очень обидно, если вы с таким трудом укоренили свою розу. А ведь черенкование розы – это непростое занятие, правда? Вы ведь были рады, что у вас получилось, ваш черенок пустил корни, теперь у вас вот такое молодое растенице. Вы его радостно привезли домой и собираетесь сохранить. А все дело в том, что корневая система у таких саженцев и черенков, она довольно слабая на первом году жизни. Вот смотрите, вроде, да, саженец такой большеватый, но если мы с вами посмотрим на его корневую систему, видите, что у нас тут с вами? Вот, только начался рост еще корней. И корни, они такие молодые, они светлые, а такие настоящие корни розы, они коричневого такого цвета, темного цвета должны быть. То есть наш с вами саженец, он очень нежный, он
не готов еще к бурному росту. Вот верха всего. Если вы заставите без досветки ваш черенок бурно расти просто потому, что у вас высокая температура в доме, то все силы, которые есть в запасе у этого молодого саженца, они уйдут на то, чтобы формировать длинные побеги, выпускать новые листья. Возможно, даже заложится бутон, и ваша роза может и зацвести. Но это может привести к гибели всего саженца. Вы это должны учитывать. Не на то тратятся силы. Корневая слабенькая, значит, верх не должен быть большим для такой корневой системы. Все должно быть сбалансировано в растении. Если где-то будет какой-то перекос, это может привести к не очень благоприятным, так сказать, последствиям. Это одна вещь, которую вы должны знать, если забираете розу для зимовки в доме. И вторая очень важная вещь, о которой вы должны всегда помнить, это паутинный клещ. Это вредитель, с которым столкнется любой, кто соберется передерживать розу в доме. Потому что паутинный клещ, он присутствует вот на всех саженцах, скорее всего, на моих тоже, хотя я их уже обрабатывала не раз от вредителей. Но этого, так сказать, избежать нельзя никогда. Они стояли на улице, и я их буду хранить в подвале, там температура +2, +4, высокая влажность, и клещ не будет развиваться в таких условиях. А вот когда вы принесете саженец с клещом в дом, там сухой воздух, высокая температура, клещ очень любит такие условия. Вы просто, если вы об этом не знаете, то вы просто заметите, что однажды, что листики на вашем саженце стали терять цвет, какие-то такие белесоватые становятся, потом стали желтеть, потом вдруг стали опадать. Вы будете думать, наверное, я плохо поливаю, будете увеличивать полив для своей розы. Нет, вы неплохо поливаете. В такое время розе не надо сильный полив, она вообще-то у нас такое растение, да, с которым аккуратно нужно с поливом, особенно в горшке, поступать. А это клещ просто. Он уже у вас царствует на вашем саженце и, скорее всего, его и погубит. Потому что саженец без листьев, вы понимаете, что за счет чего питание будет получать. Листья нужны молодому растению. Так что смотрите. Паутинный клещ, если кто-то не сталкивался, почитайте про это. Он проявляется не сразу. Он очень мелкий и практически незаметен для глаза. Такой просто снизу листа налет. И вот когда ваша роза начинает терять в цвете, обратите сразу внимание на это. Так что и неподходящие условия, и паутинный клещ могут погубить ваш молодой саженец, выращенный с такой любовью и заботой. Будьте в курсе этого, предусмотрите все, если собираетесь держать розу в доме. И еще, где можно держать такие саженцы, чтобы они успешно перезимовали? На эту тему тоже есть множество видео, но я так скажу, есть много других мест. Это погреб, это теплица, если она у вас есть, можно прикопать, сверху еще укрытие из панбонда сделать. Это может быть укрытие на улице, тоже воздушно-сухое укрытие. Это может быть прикоп, тоже давно известный еще нашим предкам используемый способ хранения молодых саженцев, не только роз, но и плодовых деревьев. Тоже есть видео на канале об этом. То есть есть много способов, как сохранить розу, но надо сказать, что ни один из них не является стопроцентным. И это вы тоже должны учитывать. Вообще с растениями не бывает так, что все было стопроцентно. Бывает всякое, не надо расстраиваться. Это опыт, который мы с вами собираем, да, из наших собственных ошибок. Так что я желаю вашим саженцам роз успешной перезимовки. Вы теперь вооружены нужными знаниями. У меня на сегодня все. Пора прощаться. До свидания. Надеюсь, до скорого.